Всем привет-привет, всем прекрасной пятницы, хорошего настроения, надеюсь, у вас все хорошо, все прекрасно, все здорово. Сегодня мы с вами будем делать расклад на тему состояния вашей души. Так, где-то будет на заднем плане гудеть вентилятор, надеюсь, это не так страшно будет для вас. Почему? Потому что я специально записываю вечером сегодня расклад. У нас наконец-таки пришло лето с нашими первыми 40 с лишним градусов. Вот, чтобы вы понимали, у меня, значит, сейчас вечер без 20:10. И у нас во дворе 35 градусов. То есть, если вечером столько, то представляете, какая жара была днем. Вот, работать было невозможно. Поэтому я по возможности запись расклада, то, что в формате видео, оставила на вечер, чтобы хоть как-то было попрохладнее, что ли. Вот, попрохладнее по сравнению с тем, что было днем. Таково лето, знаете, и бесконечно мои претензии летом жарко, зимой холодно. Хотелось бы нормальной человеческой такой, знаете, температуры без каких-либо крайностей. Что поделать, это тоже является частью нашей жизни. И по возможности мы это принимаем. А сегодня смотрим состояние вашей души, позиции вы видите перед собой. Пока вы выбираете, скажу, что анонс, который вышел на блиц-консультации этих выходных, будет касаться, скорее всего, излишнего веса, которыми периодически, я так точно не знаю, как вы страдаем, если так можно сказать, то есть лишний вес. И вопрос обычно, таких у меня блицев не было. А вот в этот раз, пользуясь подсказкой, которую мне дали, решила все-таки сделать. Значит, первый вопрос: какие страхи я заедаю? Мы будем рассматривать с точки зрения психосоматики. И второй вопрос: от кого таким способом защищаемся? Вот такие два вопроса я буду рассматривать. Для кого интересно, любопытно, актуально, приходите на блиц-консультации этих выходных. Информация есть в разделе «Сообщество» на главной странице моего канала, YouTube-канала. Заходите в раздел «Сообщество», нажимаете на него, и анонс на блиц-консультации, там все написано, куда, как, что, сколько и так далее. Приходите, буду ждать, думаю, будет интересно. И мне обогатить свой опыт через вас, и вам, наверное, найти ответы на свои вопросы. Вот. И, конечно же, беседы со смыслом. Моя новая услуга, которую я очень активно продвигаю, она мне нравится. Приходите, побеседуем, пообщаемся с вами. Если нужна будет моя помощь, и я буду компетентна в этом, обязательно помогу. Вот. Либо просто обмен информацией. Так. А мы приступаем. Выбираем позиция номер 1, голубенький камешек, единички. Смотрим состояние вашей души. Знаете, я хочу посмотреть на метафорических картах, а потом мы дополним таро. Итак, состояние вашей души. Вот я выложу 3 карты. 3 карты, посмотрим, что нам скажут. Здесь речь как-то идет больше о личной жизни, о семейной жизни. Здесь есть несколько моментов, даже не только. Значит, о чем здесь идет речь, состояние вашей души? Во-первых, начиная с этой карты, что, в принципе, на ней все изображено ясно, понятно, семья читает. Возможно, у вас сейчас все вращается вокруг каких-то семейных ценностей. То ли семья для вас актуальна на данном этапе, то ли вы хотели бы создать семью, то ли кто-то акцент делает на своих детей, на внуков, на встречи с ними, а для кого-то, возможно, идут какие-то воспоминания, именно связанные с семьей, связанные с детством. Но здесь хочется как будто бы какой-то поддержки, состояние безопасности, что, в принципе, должно дарить нам семья, должна дарить нам семья. Если мы являемся маленькими детьми, это ощущение безопасности, ощущение семейного очага, уюта,
то место, где людям комфортно, где люди, если мы говорим о детях, да, приобретают какие-то навыки, расширяют свое мировоззрение, получают первые базовые основы понимания и восприятия этого мира. Поэтому вот какие-то такие моменты, связанные с семейными ценностями, они для вас сейчас актуальны. Опять же таки, это может быть ваша физическая семья, это может быть родительская семья, это может быть вообще понятие семейности, общности, то есть, возможно, какой-то коллектив, в котором вы чувствуете себя как член большой семьи, либо какие-то семейные сценарии сейчас всплывают, но понимание такое, если обобщить, да, ценности семьи, оно сейчас актуально, с одной стороны. С другой стороны, здесь вот по этим двум арканам, либо по отдельности, мы можем сказать, что здесь нас интересует тема, опять же таки, да, какого-то наследия. Для кого-то здесь может быть, если вы видите умерших своих каких-то родственников, то они как будто бы вам передают здесь информацию о некой такой защите, да, то есть либо вам необходимо как некая какая-то такая защита здесь мне идет, да, потому что вот ощущение того, что взрослая женщина дарит некий оберег более молодой, да, то есть вот это украшение, как, не знаю, как некий такой оберег. Вот. Но здесь не в том, что суть, что вам грозит какая-то опасность, нет, а здесь вот прям ощущение того, что необходима какая-то поддержка. Наверное, поэтому идут воспоминания о семье, либо о том состоянии, когда вы действительно были под защитой. То есть что-то связанное с защитой и безопасностью здесь идет. Потому что бессознательное выдает именно такие картинки. Либо есть какие-то мысли о том, что вы идете по стопам своих родителей, да, либо проигрываете какие-то их сценарии. Ну, а эта карта, она напрямую показывает о том, что есть некий человек, с которым хотелось бы иметь контакт, но пока не получается. Либо у вас не получается договориться с каким-то человеком. То есть вы вроде бы близкие, ну, близки друг к другу, что ли, вы интересны друг другу, но вот какого-то коннекта открытого нету. То есть здесь, может быть, речь идет о том, что душе, какое состояние души, хочется какой-то ясности, хочется понимания, потому что, возможно, человек здесь не совсем понимает, интересен ли он, есть ли какие перспективы, если это касается, например, личной жизни. Ну, в большей степени по этому аркану у меня проходит личная жизнь. Но если это касается, например, профессиональной, да, сферы, то я бы сказала, что вот вы как будто бы, не знаю, смотрите в пространство, а пространство смотрит на вас, да. Причем, ну, здесь вот в большей степени все равно у меня отыгрывается как-то тема взаимоотношений. Причем в этих взаимоотношениях есть какое-то неравенство, да, именно женщина, она смотрит, как мы видим, да, вот здесь вот верхний глазок, да, а мужчина именно в нижний. Но это не говорит о том, что он смотрит, да, его привлекает сексуальность больше, а я бы сказала так, что позиция мужчины, она более какая-то такая приземленная, практичная, да, то есть он как-то ориентируется на, ну, возможно, на нижние чакры, либо здесь акцент идет больше на, ну, как-то вот он менее реализован, что ли, либо, ну, почему-то он мне проходит как король пентаклей, а женщина здесь более какая-то такая возвышенная, она у меня проходит как верховная жрица, то есть получается так, что мужчина хочет разобраться в женщине, в ее практичности, в ее приземленности, в ее надежности, а женщина хочет увидеть в мужчине что-то такое более возвышенное, более духовное. И здесь вот какое-то разногласие, да, женщина у нас духовная, а мужчина у нас какой-то материальный получается. И вот они как будто бы не могут договориться, да, то есть здесь как глухой со слепым,
Один не слышит, другой не видит что-то, не замечает. Вот здесь как-то коннекта никак не может быть, но при этом эти люди друг другу интересны. Вот прям такой интересный момент. Даже если это не касается личных взаимоотношений, может быть, это касается какой-то дружбы, да, либо какого-то взаимодействия, когда вы, ну, есть в вашем окружении какой-то человек, которого вы не совсем понимаете. Вы не понимаете его интересов, не понимаете его взглядов, вот вы какие-то разные, но при этом вы притянулись друг к другу. Если у вас родственные какие-то отношения, здесь тоже они, ну, не совсем понятные, да, не совсем ясные. Вот такое состояние души, по крайней мере, вот показали метафорические карты. Давайте будем смотреть на колоде Таро. Состояние вашей души. Состояние вашей души. Мечтания, фантазии, витания в облаках, иллюзорность, какие-то огорчения, разочарования. Это что такое? Здесь все по кубкам, да? 4 аркана и 4 кубка выпало. 4 кубковых масти. Но вот эта вот шестерка кубков, да, она как раз-таки нам и говорит про детство, про беззаботность, про какие-то воспоминания, про прошлое, когда все было хорошо, все было комфортно. То есть о чем-то вы здесь как-то, я не знаю, ностальгируете, что ли, вспоминаете. В общем, здесь идет энергия такая человека, когда душа вспоминает те периоды, когда было хорошо, когда было безопасно, когда была любовь, когда было внимание. Но сейчас есть какие-то разочарования. Не знаю, в чем-то вы тут разочарованы. Это не факт, то есть если выпадают кубки, это не факт, что это касается личной жизни. Это может касаться любой сферы жизни. Саморазвития, профессиональной, финансовой, любой сферы жизни, да, когда вот когда-то было хорошо, да, когда-то были мечты, когда-то были надежды, но это все выстраивалось как замки на песке. То есть это не имело все под собой никакой почвы, это все было настолько иллюзорно, что привело как раз-таки к разочарованию. То есть ожидания какие-то здесь не несбыточные надежды, да, разочарования. Ожидания не сбылись, и поэтому человеку нужно как-то вот компенсировать вот этот вот пробел, который образовался в его жизни, и он, чтобы восполнить этот ресурс, каким-то образом делает отсылку в свое прошлое, то есть тогда, когда у него было это ресурсное состояние, тогда, когда ему было хорошо. Ну, давайте попробуем, рискнем, посмотрим, как касательно какой сферы здесь идет речь. Ну, скорее всего, профессиональные, может быть, были какие-то успехи, были заслуги здесь. Да, человек вспоминает. Как будто бы здесь, если это касается профессиональной сферы, человек немножко запутался. Человек немножко запутался, хотел бы разобраться. Если это касается магии, то вот как будто бы сейчас на данном этапе, да, что-то такое произошло, что разочаровало человека, и он немножко запутался. Он немножко запутался, то я не знаю, либо в своих каких-то практиках, либо в своих каких-то помощниках, либо в духах, то есть в чем-то здесь было разочарование. И поэтому здесь как будто бы не совсем понятно, то есть не в самой магии, а точно так же, как и не в самом ремесле, не в самой профессии вы здесь разочарованы. Что-то здесь не сложилось, и это дало какое-то вот почему-то ощущение, что надо искать какой-то другой выход. На самом деле здесь проблема, мне кажется, не в том, что вы запутались, а проблема заключается в том, что вы просто не получили тот результат, на который возлагали надежды. Там, я не знаю, работали, например, с клиентом, и у вас были одни ожидания, что вот так вот все сложится, а
по факту получилось немножко иначе. И вот, возможно, вы даже в самом себе разочаровались, да, усомнились как-то в своих профессиональных навыках. И вот вы как будто бы ищете сейчас решение, но на самом деле здесь решать-то нечего, понимаете, вот в чем фишка. То есть все нормально, все хорошо, это вот просто какой-то такой, некая такая осечка была, и случилась она по причине 7 кубков. Возможно, вы долгое время находились как-то в таком расслабленном состоянии и появились, ну, может быть, как-то утратили свои навыки, какую-то вот подвижность, гибкость, умение быстро адаптироваться в ситуации, да, как-то вот активничать. Вот. Либо наоборот, здесь у человека как будто, ну, сейчас такое состояние души не заделом на работу, то есть не заделом на какую-то активность. Хочется чего-то такого более спокойного, более комфортного. Угу. Может быть, я славливаю вас в такое время, когда сейчас вам, ну, вы в расслабленном состоянии, да, то есть то есть я имею в виду, это не день, это может быть либо утром только проснулись, либо поздно вечером, когда вы уже идете спать, отдыхать. Здесь какое-то такое состояние, когда человеку вот прям необходимо расслабиться, необходимо сбросить какой-то свой жесткий контроль. Причем здесь выпали все кубки какие-то не совсем позитивного порядка. Вот какой-то здесь настрой состояния души, огорчение, разочарование, какая-то апатия. Чем-то вы тут недовольны. Вот такое вот здесь состояние души. А чем вы тут недовольны? Ну, вы собой недовольны, да? Каким-то новым начинанием, что вот как будто бы все пошло не так, как вы хотели, да, то есть не случился вот этот вот победитель в вашей жизни, не чувствуете вы себя на коне, возможно, не получили какое-то утверждение, да, либо самоутверждение, то есть в какой-то ситуации вы не были в выигрыше, но это вот ваше восприятие, оно иллюзорное, оно ошибочное. Вот что ваша душа здесь хочет сказать и показать. Что не все так грустно, как вам кажется, как вам воспринимается. То есть вы сейчас видите как будто только через призму низких каких-то вибраций, да? А все потому, что вы не получили тот результат, который вы ожидали. То есть, возможно, результат и был. И, быть может, он даже и был и позитивный, если это касается другого человека. Но у вас было какое-то вот конкретное ожидание, вы хотели контролировать ситуацию, а возможно, ситуация не пошла так, как вы планировали, так, как вы хотели контролировать, не получилось ее проконтролировать, и от этого у вас вот какое-то огорчение, разочарование. Вот, и вы как-то сами себя обнуляете в этом, обесцениваете свои заслуги. Вот какое-то такое состояние души сегодня по первой позиции. Не знаю, кому откликнется. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так. Поэтому нужна была поддержка. Вот как будто какое-то подтверждение здесь вам не хватило, вам какого-то подтверждения. Так, позиция номер 2. Красный камешек. Тоже выложу для вас 2-3 метафорические карты. Посмотрим состояние вашей души на сейчас. Всегда в моменте здесь и сейчас. Это не на перспективу, а вот в тот момент, когда вы смотрите. Итак, состояние вашей души. Здесь какая-то напряженность идет. Вот, от ощущения того, что, ну вот мы видим, да, что как будто бы за мной, ну, присматривают, что ли, как будто бы за мной следят. И здесь мы видим человека, который сидит как-то и оглядывается назад, то есть в каком-то напряжении, в каком-то страхе того, чтобы не совершить какую-то ошибку.
да, чтобы вот здесь вот мальчик не упал с этого дерева, потому что вот здесь как человек находится под прицелом, что ли, под присмотром, и он должен сделать все, либо правильно должен сделать, либо здесь человек что-то скрывает, о чем-то не хочет, чтобы кто-то знал, возможно, о его ошибках, возможно, о его каких-то падениях, неудач, вот, и знаете, очень напоминает такое состояние, когда ты приходишь на работу, да, на новое место, вот, и вокруг тебя всегда есть либо какое-то начальство, либо кто-то постарше по званию, да, по рангу, который все время за тобой как-то вот присматривает. И от того, что вот за тобой наблюдают, ты находишься в напряжении и не можешь спокойно работать. Потому что такое ощущение возникает у тебя у самого, что вот не дай бог я оступлюсь, не дай бог я сделаю что-то не так, да, и мне вот придет выговор, и вот, не знаю, какое-то порицание, осуждение. Вот здесь человек его как бы избегает, и от этого он не может получить удовольствие от того процесса, в котором он вовлечен. Здесь как-то странно так идут ощущения, хотя, в принципе, он ничего такого плохого здесь не делает. Но вот чувство, что то, чем занимается человек, он сейчас не хочет афишировать это. Либо, ну да, то, что вот он делает, здесь, еще раз скажу, здесь нет ничего такого негативного и порицательного, но здесь вот дело в том, что, возможно, то, на чем вы здесь делаете акцент, это важно и значимо для вас, но для других людей это может быть каким-то образом неприемлемо. Опять же таки, вот как в силу того, что вы, как, не знаю, либо придаете большую значимость, важность другим людям и позволяете им вмешиваться в вашу жизнь, либо, ну, здесь есть люди, понимаете, которые как-то вот управляют вашей жизнью, имеют свои взгляды на вашу жизнь, да, такое вот ощущение, что вы как маленький ребенок, как будто бы у вас нету никаких прав, и вы должны делать вот то, что хотят другие люди. Вот. А это случается лишь потому, что вы это разрешаете. И вот здесь вот эти множество вот этих вот глаз, которые за вами наблюдают, они не способствуют вот вашему какому-то раскрытию, что ли. Это, наоборот, еще больше вас угнетает, это, наоборот, еще больше вас как-то вот подавляет внутри. И здесь также, извиняюсь, если по первой позиции у нас идет поддержка, то вот здесь как будто бы какая-то помощь вам необходима. То есть даже те люди, вот, которые за вами наблюдают, в идеале было бы, чтобы они не просто наблюдали, а протянули вам руку помощи. То есть помогли бы вам в чем-то. Вот это вот было бы более как-то актуально, нежели вербально как-то вас осуждать, оценивать, критиковать, либо советовать. То есть здесь такое ощущение, что вам нужна какая-то вот практичная помощь. Да? То есть возьми меня за руку и отведи туда, куда нужно. Либо возьми меня за руку и покажи мне то, что мне нужно. То есть, ну, не просто вербально участвуй, да, и как-то вот поверхностно, а действительно включись в этот процесс и вместе со мной пройди его. Тогда от этого будет какая-то польза. Вот здесь какое-то такое состояние души. А что вы тут делаете такого? Вот давайте мы посмотрим с вами. Если возьму колоду Таро, что вы тут такого делаете, что это вот важно для вас? Открываете для себя какие-то новые горизонты, созидаете. Горизонты, наполненные любовью, наполненные... О, прям три аркана выпало. 3 аркана выпало. Ну, вы как будто бы узнаете себя, понимаете, раскапываете себя. Что-то, в чем-то хотите разобраться в своих собственных желаниях, разобраться в своем мировоззрении, не знаю, в
каком-то развитии, но именно в контексте понимания себя. Если это касается профессиональной сферы, то здесь человек готов стремиться к каким-то успехам. То есть у него есть готовность, у него есть желание. Даже в каких-то моментах, да, горит этим, он что-то хочет уже как-то вот использовать на практике, возможно. Здесь не в контексте того, что хочет чему-то научиться, нет. То есть человек уже хочет начать действовать, потому что он чувствует в себе силу, он чувствует в себе уверенность, он чувствует, что успех уже есть, да, я очень много готовился к этому моменту, что вот уже успех есть. Правда, есть неизвестность, когда это будет, да, когда я начну действовать, либо к чему мне приложить свои какие-то усилия. Но здесь вот очень много активности, вот какой-то вот готовности. И уверенность в себе есть. Поэтому вы, знаете, здесь такое ощущение, что вы как будто бы не хотите свое внутреннее состояние показывать другим людям, чтобы они как-то не наследили в вашей душе. Почему? Потому что вот ощущение, если я кому-то что-то расскажу о своих планах, о своих действиях, вот, поступят вот эти вот всевозможные критики, всезнающие, да, начнут что-то говорить, и вот это собьет мой настрой, и я буду разочаровываться в себе, да, а мне это сейчас не нужно, поэтому здесь правильная такая позиция молчания выбрана. Вот. Ну, такой достаточно позитивный настрой, я могу сказать. Еще какое тут состояние вашей души? Но здесь не терпится уже как-то вот начать действовать. Вы горите здесь, да, горите, хотите двигаться. Куда вы хотите тут двигаться? Ну вот к счастью, да, к успеху, к наполненности. Что-то вы в себе здесь такое раскрыли, свою какую-то ценность, свою какую-то вот уникальность, что-то вы поняли, и вы хотите это уже начать проявлять уже на практике. Не в теории где-то, а вот все я уже понял, да, я уже хочу это делать. Вот здесь что-то такое. О какой помощи здесь идет речь? Ну, здесь такое чувство, что эта помощь нужна была как-то в прошлом. Сейчас уже она, наверное, не столь актуальна, хотя если есть какая-то актуальность этой помощи, она будет заключаться в том, что как-то вот просто подпитывать ваш интерес к тому делу, в котором вы хотите реализоваться. То есть здесь помощь больше направлена на уверенность, да, вот как-то поддержать человека вербально, да, сказать, найти правильные слова, сказать, у тебя получится. То есть здесь вот большого такого внимания к себе вам не нужно, вовлеченность, просто чтобы подбрасывать дрова в печку, да, чтобы вот она не потухла. Здесь такое, потому что ну, иногда бывает какая-то неуверенность вот в первом шаге, да, правильно ли я иду, туда ли я иду. Вот это то, что может вас останавливать. Поэтому ну, помощь здесь вот такая нужна. Я бы сказала, в большей степени некого серого кардинала, который не будет выходить на первый план, но где-то как-то изредка, периодически будет вас мотивировать, будет вам о чем-то напоминать, будет вас подвигать. Вот, ну, не совсем большую активную роль здесь ему нужно будет делать, но все равно она должна быть. Вот. А кто за вами тут наблюдает и с какой целью? Ну, наблюдает за тем, как вы будете реализовывать свои желания. Да, здесь люди как будто бы не очень-то и верят в вас. Я не думаю, что вот они прям очень хотели бы вашего падения, но они не верят. Просто либо ваша идея, которую вы хотите реализовать, она необычная, и в их глазах она не совсем практичная и реальна к реализации, но вот да, почему-то они не очень-то уверены в том, что у вас получится.
Может быть, им кажется, что у вас недостаточно ресурсов, недостаточно сил для этого, либо недостаточно связей каких-то. Да, недостаточно энергии. Вот почему-то они видят вас человека как такого, знаете, очень мягкого и, ну, в некоторой степени не то чтобы ленивого, а человек, который только живет своим каким-то удовольствием и, говоря о каких-то планах, целях, это вот как будто бы не совсем про вас. То есть вот ощущение того, что они воспринимают человека ограниченным каким-то, я не знаю, бытом, либо вот в чем-то вы сами по себе ограничены, и вы и так не позволяете себе многого, не разрешаете себе многого. И поэтому удивление здесь в том, что, ну, это, знаете, например, человек, который никуда никогда не ездил, дальше, так скажем, соседнего района, а тут он вдруг решил поехать в другой город. И вот такое вот ожидание, да, езжай, и мы ждем твоего провала, что ты вернешься. И когда ты спрашиваешь, а почему? Да потому что он никогда никуда не ездил, вот он где-нибудь обязательно заблудится, запутается, потеряет документ. Почему-то как-то вот такое вот негативное восприятие здесь идет. Как будто бы вы не способны что-то самостоятельно сделать. Вот почему-то такое восприятие вас идет. Вот двоечки, это ваше состояние на данном этапе. Такое нам показали. Ну, как говорится, собаки лают, а караван идет. И хорошо смеется тот, кто смеется последним. Поэтому вы правильно делаете, что ничего никому не рассказываете. Придет время, ваши действия сами все за себя скажут. Так, позиция номер 3. Зеленый камешек, троечки. Смотрим вас на метафорических картах. Коробочка это про тебя. Так, состояние вашей души. Причем, знаете, не слева направо, а мне хочется читать эти карты справа налево. Почему? Потому что здесь вот такая вот история, значит, повествования, да, что мы видим собаку как некую такую, некого изгоя из стада, да, когда никто не принял, просто потому что другой окрас, потому что другой масти, не знаю, другого пола, что-то здесь такое. И эта собака принимает решение и говорит, что окей, вы не хотите мне помочь, не хотите меня принять, ну тогда я создам свой, так скажем, клан, да, создам свою систему, тогда я пойду самостоятельным путем. И вот вы каким-то образом поверили в себя, да, здесь вы видите такой, преодолели своих внутренних демонов. Вспоминаем в символике, у нас всегда главные герои находятся на лошадях, да, то есть когда наш разум начинает управлять нашим именно безрассудочным каким-то состоянием, вот этим вот нашими животными страхами и инстинктами. То есть роль некого такого победителя. И здесь получается так, что собака приходит именно, да, к этому состоянию, когда выгнав, то есть после того, как вас куда-то не приняли, тогда вы решили идти самостоятельным путем. И вот это вот решение, оно было важным и главным, значимым для вас. Почему? Потому что благодаря этому решению, то есть как будто вот если бы вас не выгнали, да, вы бы, ну, не стали что-то в себе прорабатывать, вы бы не смогли себя победить, вы бы не узнали себя и не смогли бы из-за этого вот справиться со своими какими-то внутренними демонами. А тут, значит, вы сказали, что окей, иду в свободное плавание, чего бы это здесь ни касалось. И в конечном итоге это свободное плавание, видите, оно привело вас сюда. Причем, заметьте, здесь собака напуганная, да, опущенный хвост с такой вот оглядкой. И причем она такая худая, да, голодная какая-то. А здесь она уже обросшая, хвост наверх приподнятый, да, она уже обрела свою семью. То есть она уже обрела то, что, не знаю, какой-то вот успех. То есть нашла то, что искала.
И я могу сказать, даже в некоторой степени даже не то, что искала, а нашла намного лучше, да, то есть нашла себе верных, преданных друзей, нашла для себя семью и нашла кров, еду. Вот такое ощущение, что пришла к лучшей жизни. И вот все благодаря тому, что когда-то было принято решение, пускай и не напрямую, а косвенно, пойти своим путем. Пойти путем преодоления своих каких-то страхов. И вот здесь человек выбрал свободу. И вот эта вот свобода и выбор, он был самый правильный и самый верный, хотя путь был тернистый. Да? Здесь темная карта, здесь очень много моментов, с которыми вы столкнулись внутри себя, какие-то теневые моменты. Поэтому, невзирая на каком этапе вы находитесь, может быть, вы только на начальном, вот показала нам результат того, что нас ожидает, ну, то есть вас ожидает в конечном итоге. Так, смотрим состояние вашей души, что здесь покажет Таро. Королева Пентаклей. Все ваше внимание обращено внутрь вас, да, вы проявляете какую-то внутреннюю заботу, начинаете себя больше ценить, больше работать на себя, да, то есть здесь акцент и внимание на интровертность, на внутренний мир себя. Туда направлена энергия, да, на понимание себя, на переоценку, возможно, своих ценностей, своих взглядов. Может быть, здесь акцент идет больше. То есть вот эта интровертность не только касается вас, но касается, возможно, и вашей семьи, либо то, что для вас очень ценно, очень значимо, очень близко. Да, вы принимаете какие-то правильные, верные решения на данном этапе. Причем вот выпало как раз под этим арканом. Здесь такое чувство, что человек заглянул внутрь себя, и он принял какое-то правильное, верное решение. Вот что-то он увидел внутри себя, и он как-то набрался какой-то силы, уверенности, и это как-то вот выстрелило вовне. Когда выстрелил вовне, появляется башня. То есть после того, как у вас появилась вот какая-то решимость, либо решительность на что-то, вы готовы здесь очиститься. Да, королева мечей. Здесь разум, он взял верх над эмоциями. То есть, наконец-то вы приняли какое-то правильное, верное решение отрезать, отрубить то, что вам мешало. То есть здесь разум возглавил свои какие-то эмоции. Вот разум возглавил вот эти вот эмоции, то, что я, в принципе, и говорила. Здесь идет, причем очищение какого-то своего ментального плана здесь идет, каких-то своих взглядов, убеждений, когнитивных каких-то поведенческих моделей. То есть все то, что уже отжило, все то, что уже не имеет почвы под собой, то, от чего нужно было отказаться, не реанимировать, а вот полностью разрушить. И вот то, что нужно было разрушить, это вот имеет отношение как раз-таки к разуму. Но здесь разумное решение надо было принимать, не эмоциональное, спонтанное, а осознанное, продуманное, планомерное какое-то. От чего здесь нужно было очиститься? Ну, здесь нужно было завершить циклы какие-то, поставить точку. Прежде чем впустить что-то новое в свою жизнь, новые какие-то идеи, новые взгляды. Здесь силы надо было просто выровнять. Какие силы? Силы достаточно болезненные, хоть они на ментале появляются впервые, они имеют под собой вот эту вот эмоциональную почву страдания. То есть здесь даже не столько
и мысли вами воспринимаются негативно, сколько их последствия, да, как страдания, которые они вызывают. И, по-моему, в каком-то из недавних раскладов, да, по тройке я говорила, что там вот тройка мечей выпадала, да, какие-то страдания, какие-то переживания, которые забирают у вас очень много сил, опустошение идет. Я могу предположить, что что-то вы очень долгое время как-то, вот я не знаю, терпели, наступали себе на горло, вам это было больно, вы не хотели с этим расставаться. То есть, может быть, человек, может быть, какая-то ситуация, может быть, какие-то вещи, предметы, с чем-то вы не хотели тут расставаться, вам это было больно, но надо было это сделать, да, потому что вот это все уже изжило себя, и оно только забирало у вас энергию. То есть бывают вещи, знаете, пока они новые, да, идет взаимодействие с ними, они вас наполняют. Каким образом? Вот вы их носите, например, получаете от этого удовольствие. Либо вы видите какие-то предметы и радуетесь. А потом, когда вещи становятся уже порванными, старыми, да, вот они уже и жили свое, и вы понимаете, что они забирают у вас только энергию. Почему? Надо заштопать, надо там, я не знаю, где-то подремонтировать, что-то подкрасить, что-то сделать. То есть они уже требуют энергию, не дают, а энергию требует. И вот от этого нужно избавляться. То же самое и люди здесь, то же самое вот какие-то ситуации. Они уже жили себя. Но вы как-то не хотели с этим расставаться. И здесь получилось так, что, возможно, было какое-то внешнее вмешательство. Да? Вот опять же, возвращаясь к этому аркану. То есть сама бы собака не ушла. Ее нужно было выдавить из стаи. Ее нужно было как-то сдвинуть на окраину, да, как-то вот выгнать, потому что сама бы она никогда не ушла. Но вот здесь вот какая-то такая вынужденная ситуация, видимо, случилась внезапная, да, по башне, когда вам нужно было уже принять решение, по-другому уже вот как-то никак. То есть довели, как говорится, сколько можно было бы. Вы уже как-то отстаивали это, откладывали. Вот, а сейчас нужно было это... решиться на это. И вот вы решились. Здесь об этом идет речь. И что это вам дало? По идее, вот нам показали, да, ценность себя. Вот это, да, что вам это дало, и в будущем это даст намного. Но что вам сейчас это дало? Какие-то моменты, над которыми вы смогли задуматься, от чего-то вы смогли абстрагироваться. Но это дало вам вот этот орган, десятка сосудов, наполненность, понимание себя, принятие себя, вот своей собственной ценности через какие-то перемены внешние, да, когда вы вынуждены были что-то сделать. И, в принципе, эти перемены, они так или иначе бы случились. Но от вас зависело, пойдете вы в ногу с ними, либо останетесь в прошлом. Вы поступили правильно, верно, и пошли в ногу с переменами, и... это вот привело вас к десятке сосудов, к единению, да, к семейности, к единению, к пониманию себя. Да, новый шанс на какие-то новые позитивные перемены в вашей жизни. Да, вот оно, разрушение башни, альтернативный аркан башни. Разрушение того, что не является гармоничным, сбалансированным. Дало вам шанс на лучшую жизнь, давайте так скажу. Главное, чтобы вы продолжали двигаться в этом направлении медленно, терпеливо, как человек трудолюбивый, один шаг за раз. И к чему вас это все приведет? То, с чего мы и начали. Приведет вас к королю Пентаклей. Чуть больше даже даст вам того, в чем вы находитесь сейчас на данном этапе, если вы сейчас находитесь здесь. Не здесь в самом начале, а именно здесь. Вот как-то так. Знаете, вот мне почему-то кажется, что из всех позиций третья, как ни странно, оказалась самой такой позитивной. Значит, идут какие-то перемены, троечки, в лучшую сторону, да, то есть, видимо, постепенно темная полоса сменяется на серую, и в дальнейшем будет... становиться все светлее и светлее, пока придет белая полоса. Но уже, как говорится, свет в туннеле виден, и он уже не за горами. Поэтому очень такая достаточно позитивная позиция. Вот такой был расклад на сегодня. В
Впереди выходные. Жду вас на блиц-консультации, кто придет, кто захочет прийти на беседы со смыслом. Там нет времени, да, то есть, приходите, оставляете заявку, и мы с вами находим необходимый вам день и час, когда мы сможем провести с вами беседу со смыслом. Вот, а я прощаюсь с вами до понедельника. Пожелаю вам всего самого наилучшего, открытых вам дорог и чистых намерений, и улыбку на лице. Всего вам самого наилучшего.